Добрый день, дорогие зрители! Я рад вас приветствовать на своем канале. Кто впервые очутился на нем, хотелось бы еще раз представиться. Меня зовут Марат Валеев, я врач-кардиолог. И здесь мы ведем небольшой такой медицинский блог, который касается различных вопросов, касающихся здоровья. Здесь я пытаюсь максимально доступным, простым языком раскрыть какие-то медицинские вопросы для того, чтобы у вас было понимание о своем заболевании, либо о заболевании ваших близких, для того, чтобы вы могли правильно диагностировать, своевременно лечить заболевания и оставаться здоровым. Это самое главное, то есть основная идея вообще нашего с вами канала – это все-таки здоровье, быть здоровым и счастливым. И сегодня я хотел бы очень актуальную тему затронуть. Огромное количество вопросов на эту тему поступает, и люди спрашивают, почему не работает то или иное лекарство, почему не работают препараты от давления. Человек говорит, я пью, не помогает, начинает другой препарат, не помогает. Я выделил 5 основных причин, при которых препараты могут не работать. Итак, давайте мы с вами эту тему разберем. Поэтому не переключайтесь, досмотрите это видео до конца, делитесь этим видео со своими друзьями и знакомыми, для того, чтобы большее количество людей смогло, так скажем, знать какие-то моменты, касающиеся высокого давления, гипертонической болезни. Итак, давайте разберем 5 основных причин. Первое – это резистентность к препаратам. Есть такое явление действительно, когда организм просто не чувствителен к какому-либо препарату. Но вот эта категория пациентов, и я таких пациентов тоже встречал, они все-таки, как правило, не реагируют на какой-то конкретный препарат. Но не бывает такого, чтобы пациент, принимая разные группы препаратов, и ни один препарат на него не подействовал. Такое бывает крайне редко, еще раз повторюсь, крайне редко. Но при условии, что нету других каких-то проблем. Именно что касается резистентности, то есть нечувствительности к какому-то препарату, как правило, это бывает к какому-то конкретному лекарству, либо к какой-то конкретной группе препаратов. Но никак не ко всем группам, что все препараты абсолютно не работают, такого не бывает. Возможно, в мире такие люди и встретятся кому-то, но я пока таких людей не встречал. Если одна группа препаратов от давления, например, не работает, то с большой долей вероятностью другая группа препаратов на этого человека подействует. Вторая не менее распространенная причина, когда человек, например, начал принимать препарат и прошло еще небольшое количество времени. Я уже часто об этом говорил и еще раз повторюсь, потому что это очень важно. Большая часть препаратов от давления, они носят накопительный характер. И, как правило, действие их, вот основное действие, оно начнется где-то не раньше недели, а в идеале, наверное, 2-3 недели надо препарат так хорошенечко пропить, для того, чтобы уже эффект закрепился. Поэтому, если вы пьете препарат 2-3 дня и думаете, что он не работает, это не так. Возможно, прошло недостаточное количество времени. Еще раз говорю, препараты носят накопительный характер, особенности препарата от давления, и действуют они, понятно, что какой-то процент эффекта все равно присутствует, но основной эффект, он наступает не сразу, они носят накопительный характер. Третье – это неправильно подобранные препараты, либо неправильно подобрана доза препаратов. То есть бывает такое, что при каких-то, например, обстоятельствах пациенту тот или иной препарат нельзя, и он, соответственно, может не работать. Либо, например, слишком маленькая доза назначена. Например, грубо говоря, пациент гипертоник со стажем, есть поражение органов мишени, грубо говоря, был перенесенный там инфаркт, высоченные цифры давления, а ему назначают один единственный препарат, например, в маленькой дозе. Ну, понятно, что он работать не будет. Здесь нужно как минимум, скорее всего, 2 препарата уже и в такой приличной дозе. Поэтому может быть недостаточно доза или неправильно подобран препарат. Тоже достаточно частая причина. Четвертая причина – это какая-либо органическая патология. Я тоже об этом говорил. Если все-таки есть уже вторичная гипертензия, то есть когда есть какая-то причина гипертонической болезни. Ну вот давайте разберем пример. Если у человека, например, стеноз почечной артерии, например, из-за атеросклероза, артерия, которая питает почку, например, на 90% закрыта. И какой бы вы препарат ни принимали, и я с таким тоже сталкивался,
пациент принимает до 4 препаратов разных в максимальной дозе, препараты эти не работают. Такое тоже бывает, потому что, как говорится, есть такой уже субстрат, органическая патология, и пока ее не устранишь, давление снизить вот крайне-крайне сложно. Или же, например, у человека феохромоцитома, например, когда есть опухоль надпочечников, тоже давление резко повышается до высоких цифр, сбить очень сложно, и какие препараты не принимали, ничего не помогает. Или же, например, различные опухоли головного мозга, когда уже, так скажем, в голове есть какое-то образование, оно сдавливает структуры. Понятно, что какой бы ты препарат ни принимал, то эффекта, конечно, ждать не приходится. Здесь нужно устранять основную причину. Поэтому можете вот это видео посмотреть про вторичные артериальные гипертензии. Я тоже их снял, ссылку я оставлю. И посмотреть все-таки, какие бывают причины и как их диагностировать. Ну и последнее, заключительное. Явление это не такое частое, но все-таки оно бывает. Это различные злокачественные артериальные гипертензии. Такое тоже понятие бывает, когда пациенты, мы их диагностируем полностью, так скажем, смотрим делаем все обследования, и никакой причины не удается найти, но давление держится вот просто крайне высокие цифры, назначаем большое количество препаратов разных, меняем и так далее, и давление не снижать. Такое тоже, к сожалению, бывает. Это самое, наверное, неблагоприятное течение. Я бы здесь рекомендовал однозначно все-таки ложиться в стационар, с таким высоким давлением не ходить, и, наверное, все-таки какие-то внутривенные, может быть, инъекции поделать какое-то время, чтобы вот этот острый период хотя бы прошел. Наверное, комплексную, прямо полную прямо диагностику организма все-таки пройти. Я думаю, что это нужно делать все-таки в квалифицированной уже кардиологической клинике. Понятно, что не во всех городах она есть, но если у вас именно вот такая злокачественная гипертензия, которая не снижает никакие лекарства, то лучше все-таки в такой уже специализированный центр постараться вам попасть. Вот такое небольшое информативное видео получилось. Я думаю, надеюсь, оно будет для вас полезным. Не болейте, самое главное, следите за своим давлением, и увидимся с вами в следующих роликах. Всего хорошего. Пока.